Майстер-сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Ну и вот оно правильное решение. Эта машина приехала с Америки, с аукциона. И вот смотрите, как хозяин данного автомобиля относится к своей машине. Машина приехала, он никого не хочет слушать о том, что меняли масло, не меняли. Он сейчас меняет масла в редукторах, меняет воздушный фильтр и делает диагностику. Правильное отношение к машине, потому что уже было, новые машины приезжают, там и половины масла нету. А те, которые с пробегом, ну, сливают иногда такое что я вам передать не могу. Я, в принципе, тоже, только меняю машину, масла поменял, фильтра поменял, хоть на этом вопрос закрыл. Начинаем. Вот так выглядит днище Audi. Вот у нас движок-редуктор. Давайте посмотрим как раз по батарее. Такая тема, что чтобы не было вмятин, повреждения корпуса. Ну, царапина есть какая-то. Сейчас здесь защиту снимем. Ну, я вам скажу, хороший вариант. Эта царапина такая вот. Потому что иногда приезжают машины такие. Такое ощущение, что он на батарее болталась где-то на бордюре. Здесь все нормалек. Развал нужно делать. Внутряк хавает. Нормалек. Ну и вот сняли переднюю защиту. Сейчас для того, чтобы забраться в сливной заливной пробки, нужно снять вот этот пыльник и какое-то, мягко говоря, дешевое понятие подрамника. Цель этой железяки пока мне непонятна. Снимаем. И вот поснимали их. И теперь смотрите, какой будет у нас доступ. Вот сливная у нас пробка. И здесь под кожухом заливная. Человеческий уже доступ. Сейчас будем все сливать. Итак, взяли мы емкость. Нужно посмотреть, сколько мы сольем. Побежала. Ну, что скажу. Масло, во-первых, красивое. Не видно никакого здесь Г. А пробка магнитная, я не вижу. Да. Магнитная, чисто? Это вроде чисто, да? Ну и масло красивое, да, Андрюха? Ну, прозрачное относительно. Это ж не внутреннего сгорания. Ну, бывает же сливают, вспомни, такую красоту сливаем. Так, и вот у нас все-таки есть на магнитике чуть-чуть Г, но визуально не критично. Ну и вот залили шприц. Литровая здесь бутылочка. Сейчас посмотрим, сколько зайдет. Заливная расположена очень интересно. Она практически сразу, там идет потом шестерня, пара редуктора. Получается, сильно сразу не надавишь, в обратку идет. Поэтому льем аккуратненько и медленно.
Ну и вот как раз получается то, что я и говорил. Сейчас проверим все-таки насколько. Смотрите, первая литровая баклажечка ушла. Сейчас мы открыли вторую. Напоминаю, слили литрушку. Заливать сейчас будем чуточку больше. А вот эту чуточку сейчас как раз и выясним, насколько больше. Итак, контролька как раз сработала. Вот уже начала капать. Ставим пробку назад. И сейчас посмотрим, что у нас по маслу примерно осталось, чтобы понимать, сколько влезло по контрольной. И вот все сливаем, все остатки полностью в одну баночку, чтобы понять, сколько у нас влезло. Литр сколько? 1,3. 1,3. Со шприца мы все слили? Сейчас шприца еще сольем. Так, сливаем с заднего редуктора. Ну, цвет примерно такой, как и в переднем был. Не могу сказать, что либо темнее, либо светлее. Примерно такой же. Ну, все, ждем, как сольется. Задняя пробка с редуктора. Я вам скажу, здесь какашек много. Реально много. Визуально, ну, я думаю, полноперска. Валька, давай вытрем, сейчас посмотрим, что оно там. Да, много. И внутрях еще, да? Да. Да тут наперсток железно. Хотя масло было, я бы сказал, что визуально не сильно загнанное. Все, вымываем, вычищаем. Пока масло дольется, как раз посмотрим, что там набежало. Так, задний редуктор слили с одной сливной пробки. У нас получается примерно 450 миллилитров. Было 450, так и заливаем в шприц. И сейчас посмотрим, сколько у нас войдет. Ну и вот контролька сработала. Сейчас сливаем все. Первоначальную канистрочку. Так, получается, в задке у нас примерно 650, да? Зашло. 650 зашло. А слили мы 450. Вот, пожалуйста. На задке голодание было в 200 миллилитров. 200 миллилитров это 30%, даже чуть больше. Вот так. Хлопцы, не ленитесь. Купил машину, загнал. Замена масла не стоит денег. Замены редуктора. Как-то так. Ковыряемся дальше.